Книга 14. Тао. Путь вознесения. Как осуществляется овладение языком света при вознесении? Для того, чтобы овладевать языком света в процессе вознесения, посвященный заново ткё ДНК, с новым набором кодирования, полученного по своей наследственности, и известного как набор кристаллических директив. После того, как кристаллические инструкции вносятся в генетическую энергетическую решетку, задействуется процесс, в котором, согласно новой светокопии, заново ткутся или переделываются эфирная энергетическая решетка, система меридианов, чакровая система и тонкие тела. В конечном счете, новая светокопия требует изменений в тонах, хранимых энергетической решеткой. Тоны связаны с цветом, и это будет лучшим способом объяснить те изменения, которые вознесение делает возможными. Эфирная энергетическая решетка человека с двумя цепочками ДНК является вязкой и плотной, а преобладающая в ней цвета – это черный, коричневый, грязно-красный, грязно-синий, рвотно-зеленый, грязно-фиолетовый, гнойно-желтый и так далее. Данные цвета – это спектр распада и болезни, а также мыслеформ суждения, похоти, жадности, ненависти, боли и страдания, которые удерживаются в биологии. В ходе вознесения, эфирное поле постепенно ткется заново, осветляясь чистыми основными тонами. Удаляются все плотные цвета, и идет преобразование поля. Это происходит в восхождении к 1024 или 1800 единицам ДНК. В процессе вознесения выше этого уровня, цвета языка света, обладающие пастельными оттенками, начинают восстанавливать основные цвета в энергетическом потоке и эфирной энергетической решетке. Чем больше чистой и пастельной в цвете становится эфирная энергорешетка, тем больше кристаллической клеточной структуры получает способность расти в физическом теле при выраженном намерении вознестись. Овладение 10 основными тонами языка света в восхождении к 3000 требует, чтобы положительно уложенные линии и меридианы энергетической решетки удерживали каждый из этих окрашенных пастельных цветов. Межпространство энергетической решетки также все больше и больше переводится в основные цвета. Кроме того, вращение символов языка света может быть легко наблюдаемо или представляемо себе во всех динамических энергетических системах, включая чакры, тонкие тела, сексуальную энергию кундалини, межпространство, то есть пространство между положительно уложенными линиями решетки, или другими словами, пространство между каналами быстро протекающей энергии.